Всем привет! Сегодня у нас такая небольшая коробочка будет, нетипичная, скажем так, для меня, потому что у меня 72-го масштаба особо, скажем так, вообще не было. Ну и, собственно, и моделек производителя данного у меня было не так уж много, но что-то решил как-то, что бы нет, для разнообразия не взять. А именно AVD Models AC40, то есть пожарка на базе 131-го ЗИЛка. Как бы у ICM недавно выходила такая большая, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, та же самая модификация. А, Ну, только нормальный 35-й масштаб, очень красивый, вроде хороший кит. Ну, я подумал, ICM стоит дорого, почему бы не взять сильно дешевле АВД. Клопа такого в 72-м. У меня единственная была вообще до этого опыт с модельками от АВД. Это как раз Зелок 130, по-моему, бортовой, что-то такое. Но 43-го масштаба. Ну, собственно, производители это как бы, ну, все его знают. Они специализируются в основном как раз на советской технике 43-м, 72-м масштабе. Автомобильная, там строительная, сейчас у них военной много появилось. Довольно-таки загадочные ребята, потому что как бы аналогов у них, в принципе, в их нише особо нет, скажем так, каких-то, кто бы делал именно вот эту линейку, а линейка у них причем очень обширная, что меня всегда удивляло, потому что, ну, казалось бы, типа, всегда думаешь, ну, типа, надо делать киты, там, это ж как минимум нужны какие-то пресс-формы, да, там, все это делать, там, в принципе, там, какие-то оснастки, то есть у других там отечественных производителей, да, особенно некоторое время назад, да и сейчас тоже, как бы появление в линейке какой-то там новой модели полностью новой, это прям типа событие, типа там пресс-форму новые сделали, там, офигеть. А у АВД, между прочим, модельный ряд там, я не знаю, ну там он очень большой, 43-го и 72-го. И постоянно какие-то новые у них выходят там интересные есть. Моя личная мечта по АВД это ЗИУшку тралик купить. Ну, не гармошку, а обычный. Там сейчас они перевыпускали его вот не так давно. Но, блин, но цены у них, конечно, тоже кусаются на самом деле. То есть у них, конечно, за 43-й масштаб там ценник практически всегда за 2 500 рублей. Это начальный, да, то есть там, ну, у них еще характерно, что по ОВД, я так понимаю, там, скорее всего, производитель вот этот самый, он, видимо, специализируется также, ну, не особо шаре, но, я так понял, на, ам, как сказать-то, не стендовых модельках, а как это называется, я, честно говоря, не помню. Ну, наверное, тоже стендовый моделизм. Ну, короче, вот машинки в сборе модельки, то есть, когда покупаешь уже готовую там коллекцию. Ну, тоже есть такая область хобби, там никто ничего не собирает, но коллекционирует. Тоже стоит чудовищных денег. И я так понимаю, они то ли как побочную ветвь пустили выпуск сборных моделей, и то ли просто типа выпускают собранные модельки, а разобранные выпускают в виде сборных китов чуть подешевле. Ну, короче, какая-то такая тема, то есть у этого производителя. Но как ему удается держать такой огромный модельный ряд, при том, что, ну, это не звезда типа какая-то, да, которая тысячи лет и которая такую, ну, все знают, да, ну, какой-то АВД модул с какими-то там советскими машинами. Типа думаешь, ну, определенная аудитория таких китов есть, типа, но, типа, думаешь, ну, а неужели она такая большая? Ну, тем не менее, даже я купил. Что по набору самому? Да ничего не знаю по набору, на самом деле. Какой-то такой активной инфы и обсуждения АВДшных моделей как-то в этой сфере как-то вообще, ну, нет. То есть, но модельки вроде все хвалят, а кто ее собирает, то есть, можно увидеть фотки очень даже годных собранных экземпляров, там прям шикарно. Так что по самому киту, ну, коробка стандартная у них. 72-й масштаб тут просто нарисован арт. На 43-м они еще обычно с приколом рисуют, сажают в кабину там или рядом ставят каких-нибудь персонажей из советского там или иностранного кино той эпохи там. Ну, тут более скромно. Пожарный СССР на 1288 пишет, что резиновые
шины и набор декалей. На боковике у нас как раз вот идет этот самый набор декалей нарисован. Ну, действительно, кстати, довольно для 72 масштаба тут много вариантов. То есть варианты советских номеров, российских номеров, всяческих разных маркировок. Тут, я так понимаю, тут, наверное, и под Россию, и под Советский Союз можно. То есть на 3 города вот есть с флагами и так далее. Разные номера, то есть такая декаль достаточно богатая. На сзади видно, опять же, 72 масштабы их, я так понимаю. Это все, по-моему, 72-й. Но у них существует, собственно, там, я не знаю, downscale, upscale. То есть, в принципе, по-моему, все эти машины, наверное, есть и в 43-м. Есть и в 72-м. У них тут какие-то логотипчики интересные. Тут, кстати, да, товарный знак ЗИЛ, оказывается, даже по лицензии используется. Внезапно, а вот и прикол, кстати, Made in China. Вот, наверное, и ответ на некоторые мои вопросы. Кстати, да, вот интересная тема. Тут сразу, короче, нам история уже по коробке открывается, потому что я по АВД специально не готовился, но как бы вот коробку даже не читал до этого. И тут интересно, это, оказывается, это китайские, это вовсе не российское производство. Вот, видимо, и секрет такой плодовитости модельной линейки, то, что по заказу Scale. То есть чуваки заказывают. Судя по всему, китайцы, наверное, делают и пресс-формы, и все, что хочешь. Но, тем не менее, товарный знак они купили. Made in China. Кажется, кто-то еще владеет товарным знаком Зила. Зила самого уже не существует 100 лет. Иллюстратор тут у нас Madimio Engineering. Я вот не знаю, может как раз те же самые китайцы. Хотя нет, Markun Toys КО. Так, что у нас еще интересного? Так долго трачу время, потому что уже как бы немножко привык к Звездовски там еще и там, а тут немножко что-то другое, потому что другие подходы некоторые видны, так интересно почитать. Пишут в соответствии с заводским чертежам, инструкция по сборке, мелкие детали. Ну, про заводские чертежи, да, это так. Ну, в целом, УВДшные вроде копийные машинки. Что еще можно увидеть? Да ничего, собственно, вот. Время заглядывать внутрь. Коробочка маленькая, так что, но достаточно плотно набитая для 72 масштаба. Все в отдельных пакетиках, соответственно, расфасовано. Начнем, как обычно, по порядку. Даже инструкции с декалями зафасованы в отдельный пакетик. Сейчас мы его вскроем, раз уж такое дело. Потому что, чтобы инструкции паковать в пакеты, такого мне еще, конечно, не встречалось. Сразу к инструкции перейдем. Тут не только инструкции, еще короткие какие-то листочки у нас присутствуют. Что за листочки? Тоже интересно. Рекомендации по сборке на отдельном листке. Ну, тут стандартно, ничего интересного. Кусок мягкой ткани надо иметь для очистки кисти. С уважением, автомобили в деталях. Да, кстати, по-моему, вот этот производитель раньше назывался автомобили в деталях. Ну, кстати, АВД, да, автомобили в деталях, точно. Только что дошло. Раньше, они, по-моему, просто писали на коробках автомобили в деталях, потом стали АВД. Так, сама инструкция, собственно, вот так, какой-то обложечки нет в виде книжечки даже. Нет, ну не книжечки. Книжечки, да? Нет, не книжечки, а книжечки, но не прошитые книжечки инструкция. Собственно, вот у нас идет расклад налитников, так называемая. Ну, как бы, да, еще что забыл сказать, что отличительная черта по этому производителю. У них 43-й киты, все, по-моему, там корпуса, все техники идут в металле. То есть дайкаст литье этого самого, забыл, что там за сплав используется. Ну, короче, как в этих модельках, собственно, только не покрашенные. А в 72-м у них, ну, по крайней мере, я так понял, везде пластик. То есть такой более стандартный. Соответственно, тут вроде металл будет, но никаких в 72-м металлических корпусов у техники тут нет. А вот в 43-м, да. Поэтому это тоже, да, такая забавная черта этого производителя.
Продолжаются у нас литники. Кстати, ну, в принципе, литников-то и довольно много для такого-то размера. Дальше перечисленные, значит, что ПП. Ну, отдельно дана, значит, дан корпус отдельно. Также даются резиновые колеса. Вот мы видим, здесь также еще даются оси металлические. Такие же оси, только побольше, даются в, собственно, 43-м масштабе у них. Так что в этом плане какие-то похожи. Как-то тут так недостаточно интересно сделана инструкция, то что вроде как бы книжечка, но при этом почему-то мы сразу попадаем в конец инструкции, а начало инструкции как-то у нас наоборот получается. Читать нужно. То есть вот так, я так понимаю, надо ее читать. Интересно придумали, кстати. Что-то я не очень понимаю даже там прикол. Как будто это самое, наоборот, как-то решили печатать. Ну да ладно. Ну, собственно, пройдемся сразу по инструкции. Ну, тут все пластик, в общем-то. Тут склеиваться, все, так понимаю, это полистирол обычный. То есть клеится это все обычным клеем, тем же самым. Ну, собирается рама, тут у нас покрышки. Все, в принципе, достаточно стандартно, как у других пластиковых китов. У них в 43-м масштабе есть отличие, конечно, потому что там некоторые детали не из полистирольного пластика идут, там, по-моему, что-то такое. Некоторые детали типа металлические к пластику прикручиваются небольшими болтиками там немножко по-другому. А здесь, в принципе, достаточно так узнаваемо все. Ну, там глушитель, все. Ну, мелко, конечно, немножко, но, в принципе, деталей немного, так что это не то, чтобы прям сильно мешает. Значит, видно, вот ставятся колеса в сборе уже, что трехосный грузовик, вот металлические оси, то есть, скорее всего, колеса будут подвижность, наверное, сохранять, если это кому-то важно. Так, идет 9-й шаг у нас. Пошла сборка. Собственно, прозрачные детали даны в пластике, то есть не какие-то там пленочки, ничего, то есть нормальные прозрачные детали, приборная панель, руль тут будет. Потом, значит, у нас идет свадьба корпуса с рамой, собранный уже 13-й шаг. И пошли мы дальше вот сюда. Попадаем. Шагов, кстати, довольно много, то есть все разбито достаточно так подробно. 14-й шаг у нас крепится всякое навесное оборудование на корпус, то есть вот это вот всякие пушки эти водяные, поручни всяческие, там трубопроводы и прочее. Значит, брызговики, ограждения в пластике, вот эти вот штуковины, я не помню, по-моему, для забора воды, что ли, они там нужны, какие-то там эти приспособления. Что-то такое, типа для насосов какие-то трубопроводы, что ли, как, по-моему, тогда. Хотя, или нет, не помню. Что-то я когда-то знал, для чего вот эти штуки на крыше нужны, но сейчас уже что-то забыл. Что-то с водой, по-моему, связанное. Хотя, может, я и ошибаюсь. Лестница вот также сюда крепится. То есть, несмотря на размер, выглядит довольно копийно. Вот опять у нас окончательно... Хотя, несмотря на то, что там на другом шаге мы, по-моему, уже соединяли нижнюю часть с верхней, но почему-то здесь они нам решили еще раз про это написать. Вот 13-й шаг у нас был, но почему-то у них 20-й шаг это повторяет, что забавно достаточно. Ну ладно. Собственно, на этом мы заканчиваем, смотрим модель. Кстати говоря, я так понимаю, по окраске у нас никаких отдельных упоминаний не присутствует. Ну нет, может быть, сейчас посмотрим. Некоторые тут пояснения, как собирать, но тут это не про окраску. Собственно, да, по окраске ничего. То есть, видимо, по окраске мы будем довольствоваться только бокс-артом, соответственно, и тем, что сами найдем. Так, вот у нас литник с прозрачными деталями. Ну, тут, в принципе, скрывать, наверное, его смысла нет. Достаточно мелкие прозрачные детали. Тут в основном остекление. Такое довольно толстое, конечно, но прозрачное. В принципе. И
так понимаю, светотехника тоже дана в прозрачном пластике. То есть, в принципе, все довольно не халтурно и все есть. Потом у нас что идет? Так сказать, по крупному деталью. Сейчас интересно даже посмотрим, вскроем литников, я так понимаю, больших. Сколько у нас? 3, ну, чуть больше, есть мелкие. Так, тут у нас отдельно идет верх корпуса, как у больших, собственно, просверленными уже отверстиями. Чем-то заляпан пластик, ну так не сильно, я думаю, это не критично. Собственно, вот мы видим масштабы готовой модели у нас, то есть это буквально сантиметров 10 даже не будет. Наверное, сантиметров 8 моделька, не больше. Такой клопик очень маленький. Ну, вроде каких-то огрехов нету. Единственное, некоторые заусенцы есть на просверленных местах. Ну, как сказать, просверленных, не знаю, просверлились они тут или отливались именно. Так думаю, наверное, сверлились. Решетка дана, вот, кстати говоря, с дырками. То есть, в принципе, литье плюс-минус не какое-то супер ажурное, но достаточно прикольно. Так, дальше у нас из крупных деталей идет, собственно, нижняя часть корпуса. Вот у нас отлита тут тоже крупные детали. Тут и частично крылья, и фары, и, значит, передние и задние сиденья присутствуют. То есть вот так это все будет у нас соединяться между собой. Вроде бы со сходимостью каких-то проблем особых быть не должно. Так, ну, также тут всяческие крупные, длинные, скорее, детали, трубопроводы всяческие, там на крыше вот эти, диск один, запаски, наверное, не знаю, здесь присутствует. Ну, литье, прямо скажем, пластика, ну, такое, типа, никак с неба звезд не хватает, то есть тут либо литье такое, ну, со своими там, как бы, облоечь такого не вижу, ну, и, как бы, какой-то сильной ажурности и прям крутоты тоже не ощущаю. Ну, вроде все плюс-минус нормально, да и ладно. Так, детали. Литник с лестницей, с чем-то там еще со всякими мелкими деталями, типа всяких патрубков, трубопроводов. Вот это не знаю, что. Рождение фар вроде не похоже. Ну, тоже вроде бы облоя особо нет. Все, в принципе, мелкое, оно все, в принципе, нормально выглядит. Так, ко второму пакетику и последнему с литниками перейдем. Ну, радует, что все в отдельных пакетиках, то есть как бы все так упаковано достаточно, ну, чувствуется, что люди не пытаются сэкономить на, так сказать, на спичках. Но, в принципе, достаточно цена за 72 масштаб 700, там что-то такое в районе рублей 600-700. Она для российского рынка тоже не сказать, что прям низкая, да? Хотя, наверное, такая по уровню. Тут у нас бампер присутствует на отдельном литнике, наверное, для этой модификации, не знаю. Что-то такое, даже не могу сходу сказать, что это такое. Отдельные микролитники, видимо, не знаю, может, используемые именно под эту модификацию. Их решили отдельно положить. Значит, последний крупный литник, собственно, тут рама нижняя. Ну, точнее, не нижняя, а единственная. Собственно, видно, что вот рессоры отлиты, частично там трансмиссия там прямо отлита в одну деталь. Значит, ну, вот, кстати, ограждение фар вот здесь находится. Ну, они пластиковые, но я думаю, в принципе, сойдут. Так, детали там мостов, ходовая всяческая, там трансмиссия, приборка тут же здесь микроскопическая, там рычаг КП, руль там, ну, все мелкое, очень надо, конечно, аккуратно с этим всем работать. Да, данные диски
ну, так достаточно замылено, ну, конечно, 72 масштаб, в принципе. Так, ну и, собственно, что сказать? Тоже как бы не вижу я именно на самих деталей каких-то огрехов. Конечно, тут питатели довольно крупные, да, и придется очень аккуратно их когда отделять, эти детали, и, собственно, а, зачищать это все. Но прям чтобы с деталями были именно какие-то проблемы по литью, ну, в принципе, все немножко мальновато выглядит, совсем самую малость, но не то чтобы были какие-то очевидные косяки. И последнее, что у нас есть, это, собственно, резиновые покрышки и оси колес. Их должно быть три оси, да, собственно, вот они на месте. Такие же, как были в зелке, который я собирал в 43-м масштабе, только меньше, соответственно, ну, сколько там, в 2 раза, условно говоря, чуть больше, чем 2 раза, и колеса. Колеса, соответственно, резиновые, ну, резина подобного материала, но выглядит, кстати, достаточно детализировано. Ну, надписи, конечно, кому это важно, на них никаких нет, но рисунок протектора такой достаточно, выглядит достаточно качественно. То есть они все заранее, не знаю, отлиты или отделены, то есть ничего, никаких литников там не надо ничего зачищать, отрезать вроде как. Я не вижу, чтобы на них были какие-то заусенцы или что-то такое. Так что в этом плане тут все максимально легко. Ну, короче, вот так. То есть единственный вопрос там по покраске остается, конечно. Красить мало, но надо очень аккуратно, потому что там как бы по покраске нам вообще рекомендации не дают, но как бы, что сказать, как бы красная машина, да, пожарная, но раскраска у нее довольно-таки, в принципе, сложная по деталям. То есть то, что надо 2 полосы делать, то есть никаких, понятное дело, окрасочных масок у нас в комплекте нет. То есть это все надо самому, то есть дверь там выкрасить отдельно, там в белый цвет, там еще вот эти полоски. Но самый сложный элемент это, наверное, 2 полосы вот эти микроскопические сделать на капоте. Тут, конечно, с масками придется именно постараться. Да и краска должна быть, наверное, какая-то глянцевая, либо глянцевый лак хороший, чтобы это все смотрелось как бы не шагренило. То есть, конечно, по окраске тут это самый сложный, пожалуй, момент. А в остальном-то, наверное, все достаточно понятно. Так что, в принципе, набор выглядит, ну, достаточно пристойно и прикольно. И, ну, скажем так, для России, там, что 43-й Мактаб, что... Ну, вот это есть машина, да, вот в 72-м i7 я не помню, есть она или нет. В 35-м они точно выпускали, кажется, ее, если я ничего не путаю. Но как бы в 72-м не факт, что есть альтернатива. Да в большинстве техники, кто что АВДшники выпускают, у них нет альтернатив, потому что модельный ряд у них, как я повторюсь, какой-то действительно пугающий огромный, причем они уже там не просто сделали весь, скажем так, известный советский автопром, да, там, ну, не легковой, это единственное легковой они нет, легковой они трогали, да, легковые у них тоже были, но мне кажется, они еще до них не добрались. Просто. Легковые у них были, там, что, по-моему, и Нива была, еще что-то было, но немного. В основном грузовая всякая спецтехника и военная у них появилась такая. Частично советская, частично, кстати, российская. В общем, там чего только нет. Там и зилки, всякие бычки, там вот газели нет, видимо, не знаю, может, правами договорились. Газели, к сожалению, у них нет в модельном ряду там. Там всяческие зилы там новые, старые, там чего только нет. Троллейбусы, блин, автобусы, причем там таких вот и мохнатых годов, да, кто из современников-то таких средних лет уже и не видел бы таких машин. Там какие-то всякие советские прототипы, там, которые в серию даже не шли. То есть там просто ужас сколько. И экскаваторы, там, что-то и краны, там, блин, чего только нет у них реально. Вот ребята реально наделали просто своими китайскими друзьями, наделали дофигища просто свой модельный ряд. И это интересно, да, стоило бы чуть поменьше, но как бы вообще очень интересно на самом деле. То есть такой расчет идет, видимо, на ностальгирующих таких мужичков, которые вот это все
как бы помнят это все уже. Частично это уже уходящая в прошлое техника, потому что многие из советской техники, спецтехники, они как бы доживают уже и не запускаются, где-то заменены новыми моделями российскими, где-то вообще какими-то импортной техникой. Ну, такой, в общем, прикольный производитель достаточно. Чисто для разнообразия вот решил показать, что у меня есть. Ну что, всем пока.